Друзья, всем добрый день! Сегодня предлагаю приготовить одно очень интересное блюдо армянской кухни. Называется оно панрахаш. Заранее прошу прощения за свое произношение. Это блюдо из гюмри. Оно распространено не по всей Армении. Готовить его очень просто, и для этого нужно совсем мало ингредиентов. В первую очередь нам понадобится лаваш. Мне больше нравится использовать сухой лаваш для этого блюда. Поэтому накануне я его разрезаю на небольшие кусочки, каждый сворачиваю в трубочку и раскладываю на подносы. Таким же образом я подготавливаю лаваш для хаша. Чтобы он лучше просох, на ночь я его раскладываю в один слой. В принципе, таким же образом можно засушить лаваш в духовке. Теперь я легко разламываю сухой лаваш руками. Кстати, для этого блюда можно использовать и свежий лаваш, тогда просто порежьте его ромбиками. А если вы хотите удивить гостей, то тогда можно оставить лаваш прямо в трубочках, отдельно положить сыр, и пусть каждый гость соберет себе блюдо по вкусу. Кому-то нужно больше сыра, кому-то лаваша. Традиционно для этого блюда нужен именно такой сыр – чечил. В Армении его называют чичил или джил. Можно использовать и совсем молочный, невыдержанный сыр, или как у меня, с голубой плесенью. Такой вариант мне нравится больше. Этот сыр более пряный и яркий по вкусу. Кусочки с плесенью я отделяю. Они особенно вкусны с бокалом вина или с чашкой кофе. А белую часть я буду использовать для этого блюда. Сыр разделяю на волокна, так он лучше расплавится. Третий и очень важный ингредиент этого блюда – это лук. Лука здесь нужно много. Порезать его желательно очень мелко. Обжариваю лук на большом количестве топленого масла. Масло жалеть не нужно. Если у вас нет топленого масла, то обжарьте на сливочном. Когда лук уже будет почти готов, добавляю еще небольшой кусочек топленого масла и немного соли. Все хорошо перемешиваю, довожу до золотистости и выключаю. Собираю это блюдо сразу в порционных тарелках. Выкладываю по очереди лаваш и сыр. У меня получается примерно по 2-3 слоя того и другого. Следующим слоем у меня идет сыр. Сверху на него выкладываю горячий лук. Теперь заливаю крутой кипяток. Воды нужно столько, чтобы лаваш пропитался и увлажнился, но при этом не оставалось лишней воды. В случае чего лишнюю воду слейте. Теперь укрываю все свежим лавашом и сверху кладу тарелку. Пусть блюдо настоится. На это нужно минут 5. Добавляю еще немного горячего лука, чтобы придать более аппетитный вид. Выкладываю лаваш, которым до этого я укрывала блюдо. Кстати, едят его именно с помощью лаваша, а не ложкой или вилкой. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам было интересно, и до новых встреч!